Серия обнов с улучшениями от разработчиков продолжается. Последние 2 апдейта внесли в игру много нового, как по визуалу, балансу, так и по механикам. Сперва я пройдусь в темпе по основным и крупным изменениям, а закончу мелкими, но не менее важными. Идут сюда. Идет сюда. Да, тут я откисну. Стоит, встань. Была обновлена общая карта. Если ее отдалить, она дает больше информации. Теперь можно увидеть, где какие мобы стоят, что с них падает, где находятся ресурсы и какого тира. Некая база данных, за которой теперь не нужно лезть на сторонние ресурсы или гайды. Выглядит это довольно вкусно в стиле Курпанг. Красиво оформлен предпросмотр объектов, который прям так и напрашивается на желание поиграть в Курпанг от третьего лица. Почему вот не от третьего лица? Там я где-то видел, вот сейчас на телепорт наведусь, например. Посмотри, ну круто же выглядит. Но вот почему Курпанг не вот с таким видом? Вот где-то еще здесь локации есть какие-то симпатичные, я тоже заходил, смотрел, вот, например. Как бы оно по-другому все игралось, выглядит Курпанг вот так. Вот прибегаешь в деревушку, вот такой вот мрачный такой вайбик. Вот это было бы хорошо. Хотя карта и вызывает небольшие лаги при открытии, если сильно отдалить, то получается какая-то каша из объектов. Слева сверху в настройках можно отключить отображение нодов и мобов, дабы убрать лаги. Но предыдущая обнова явно улучшила оптимизацию всей игры, так что карта уже открывается гораздо приятнее. К этому еще вернемся. Была добавлена статистика по вашим рейдам. Крутая штука теперь позволяет отслеживать ваш прогресс на острове, что и сколько вы убили. Игроков, мобов, боссов, кто лучший ДПСер, кто хиллеры, кто что вынес и кто вообще был в этом рейде помимо вас. И получить за все это в конце дополнительные очки. И при успешном выходе получаем сундук, который также может быть разного грейда. Это сделано скорее всего для того, чтобы как-то восстановить потраченные деньги на страховочный ключ и выйти в больший плюс. Новичкам будет не так затратно пробовать остров, если, конечно, выживать. Позже будет добавлен всеобщий ладдер и рейтинг. Редизайн и изменения скиллов шамана. Волк теперь выглядит иначе. Каждая его 5-я атака имеет дополнительный эффект, зависящий от выбранной пассивки шамана. То есть, если выбран огненный тотем, волк нанесет урон по земле, поджигая цели в радиусе. Сильная штука. Если выбран тотем воды, волк по зоне похилит союзников. Хилы там сейчас у него бешеные. Шаман себе выхиливает по 1к и больше за счет волка. Больше чем 1000, 1200, 1300. Обалдеть, вот это хил. Вот что сделали шаманы, ты видишь? 600? 1800. Если выбран тотем земли, нанесет урон по зоне за счет силы атаки. Сам волк получает на 1 КХП больше на последнем левеле прокачки, а также получает на 50% меньше урона от мобов. Шаман может создать связь между собой и волком в виде поводка, который дополнительно хилит шамана, но постоянно высасывает ману. В последней обнове волку добавили индикатор, показывающий, какой тотем активен и когда будет произведена 5-я атака. Это полезно как для шамана и союзников, так и для врагов. Молнию, однако, чуть-чуть урезали. Талант мана-сифон больше не пополняет ману при перескакивании молнии по целям. Все визуальные эффекты тотемов были обновлены. В общем, шаман стал куда более интересным персом. Я и сам захотел его выкачать. Теперь по PvP острову. Пока убран режим на 4. Там слишком лагает из-за огромного количества мобов. Роги больше не могут спокойно бегать по острову и лутать ящики. На каждом ящике будет кемп мобов, которые нужно убить, прежде чем лутать бокс. Об этом давно уже на стримах говорили с парнями, наконец-то это добавляют понемногу. Более честную добычу. Роги все равно могут ходить подлутывать что-то, но придется немного напрячься теперь, чтобы эти боксы залутать. Разработчики превращают PvP остров в режим, где вы чаще будете драться с игроками за определенные цели, типа боссов. Его кто-то убивает. 3 типа, чувак. 3 типа убивают. Вижу один скиз. На острове теперь больше падает шмота, оружия и имплантов, чипов и рун, которые можно сразу надеть на персонажа в процессе прохождения данжа. Нифига себе. Вот так вот ни с того ни с сего, бам-бам. По сути, вы можете зайти с простым гиром, но приодеться в процессе, так как теперь и Т3 импланты падают. Напоминают уже больше концепцию Даркин Даркера и Таркова, да?
Это прикольно. Сессионный контент. Всем существам на PvP острове был понижен дэмэдж и кол ВХП, так что в простых имплантах Т2 вы спокойно сможете их фармить. Проблемы теперь больше будут создавать люди, так как большинство будут сразу двигаться в сторону боссов, и там за них будут стычки. Все как и в других сессионках. Круто. Пророк после смерти отдает свой баф убийце. А это значит, что ваш радиус обзора увеличен на 5 метров, и вы раскрываете невидимых в течение 15 минут. Holy, Vision увеличен на 5 метров. Раскрываю невидимые цели. Очень полезный баф на острове против рог. С этим бафом удобно идти на босса и удобно идти на выход. Вот почему. Выход через плотину, которую взрывали, был убран. Ключи для выходов теперь дропаются только с боссов. И остается единственный выход в центре бесплатный, который могут кемпить роги. Вот тут и понадобится баф пророка. Страховочные ключи на PvP остров с продажи были убраны. Также были убраны из сундуков за левел. Это теперь, я так понимаю, большая редкость и крайне полезная. Ключ позволяет зарядиться увереннее и полностью зачистить остров за счет преимущества. Если ключи вообще не удалят на PvP остров. Также эти страховочные ключи теперь можно передавать игрокам, как и ключи аффиксов. И пойдем остальных тоже заберем. Ну, попробуем во всяком случае. Теперь касаемо небольших изменений. Были добавлены новые аффиксы. Регенерация монстров регенят 2% хп от их максимального за секунду. Регенерация боссов регенят 0,3% хп от их макс хп за секунду. Противная штука, с такой не советую ходить по боссам или брать талант на порез регенерации. Precision монстров и боссов получают 30% крит шанса и сверху 30% силы крита. Reinforced монстров и боссов получают дополнительно 300 армора. Теперь эти аффиксы можно реролить с помощью reroll main value. Как и говорил, были пофикшены второстепенные аффиксы. Contagious, Корни, Метеор и все прочее, что нужно было пофиксить. Теперь где нужно наложена задержка и понижен урон. И были добавлены новые. Токсик миазма. После смерти моба появляется облако радиусом 4 метра. Наносит 7,5% урона в секунду и преследует игрока 5 секунд. Sacrificial Boon. При смерти моб бафает союзников, увеличивая их хп на 30% и мгновенно хиля их на 30% от их хп. Стакается. Shattered Souls. После смерти моба через 1 секунду происходит взрыв, осколки, задевшие игрока, сжигают 30% его маны. Реролятся вторичные аффиксы рекалибраторами. Была введена карта крафта и синтеза, на которой изображено, как вещи крафтятся, из чего и на что это влияет. Полезная штука, хоть и разобраться в ней трудновато. Но если вчитываться поэтапно, то понять можно. Хорошо, хоть где-то можно найти инфу в игре по синтезу. Босс-друид теперь юзает свои обилки раньше, и у него появилась новая, дождь из лягушек, наносит урон при контакте. По прочим изменениям обновлена карта около Голденфилда, разнообразили ландшафт, бустанули дестройера немного, его автоатака теперь длиннее. В целом улучшили производительность игры, особенно это заметно стало, когда подъезжаешь к банку, во время стрима раньше там прям сильно подлагивало, а после обновы FPS держался более стабильно. Весь переведенный патчноут со всеми деталями находится у меня в Дискорде. В связи с обновой я разыгрывал ключ от Курпанка и вскоре буду разыгрывать еще. Если хотите поучаствовать, знаете, куда приходить. На этом у меня все.